Всем привет, с вами Торичан. Как вы уже, возможно, знаете из моего инстаграма или лайв-видео стрима, который я недавно провела, я получила японское гражданство. И я сделаю отдельное видео о том, почему я решила получить японское гражданство, процесс, как я его получала. Но сегодня у нас будет видео, как я иду, наконец-то, на вручение этого японского гражданства, которое я ждала 2 года. Поэтому идемте со мной. Мы сейчас находимся в центре города Фукуока. Здесь вот такой вот прекрасный парк, одно из моих любимых мест. И смотрите, здесь вот так вот себе спокойно ходят птички, цапли, ловят рыбку, кушают. По моим ощущениям, Фукуока очень зеленый город. Очень много деревьев, но при этом это и не деревня. Постоянно что-то строится. Стройки, новые дома. Я уже не раз говорила, что мне очень нравится в Фукуоке то, что все необходимые функции города находятся в центре Фукуоки. Поэтому сейчас я иду через вот такой вот очень красивый парк, один из самых больших в этом городе. Здесь вот такие лотосы растут. В центр, где я буду получать справку о том, что я теперь японка. Здесь же находится крепость Фукуоки, точнее ее руины. Очень красиво и спокойно, а скоро будет еще красивее, когда лотос зацветет. И это центр города. Итак, вот это здание – это иммиграционный центр Фукуоки. Здесь обновляют визу. Также здесь можно подать заявление на смену гражданства на японское. И здесь же получают справку, что вы стали японцем. И за ней я сегодня иду. Ура! Итак, я благополучно получила справку, что я уже являюсь японкой. И сейчас я вам ее покажу. Я на секунду отвернулась, пока я переодевалась после моей небольшой утренней прогулки за документами. И важную справку, которую я ждала 2 года, что я теперь японка, решили съесть мои коты. Просто как будто у меня не коты живут в доме, а хомяки. Посмотрите, они уничтожили конверт, в котором мне эту справку важную получили. Она мне еще много где нужна. Мне теперь будет очень стыдно ее показывать. И нужно будет говорить, у меня живут дома, наверное, крысы. Посмотрите, ужас. Да. К счастью, документы внутри совсем немного пострадали. А вот она, та самая многострадальная справка, подтверждающая, что я теперь японка. И да, я тоже, когда ее увидела, подумала, что неужели она даже не заламинированная, какая-то красивая, как диплом, это обычная бумажка. Да, здесь стоит печать, но это обычная бумажка А4 формата, причем даже не хорошего качества. Но мне ее очень торжественно вручили. Я захожу в отделение иммиграционное, говорю, что вот, я пришла за справкой, что я теперь являюсь японкой. Они такие, да, пожалуйста, проходите сюда, проводят меня. И выходит такой главный заведующий, наверное, этого отделения, и такой с этой справкой, как японцы любят все очень официально: Виктория, теперь вы являетесь гражданином Японии, поздравляю вас. И так вручил мне ее, и я такая, спасибо большое. И он такой, вот, теперь будьте хорошим гражданином. И я такая, да, обязательно. Поэтому вручение было довольно торжественное, если можно это так описать, но справка меня удивила. И да, у меня нет на руках сейчас
паспорта японского, потому что его теперь я буду оформлять. Для длительного нахождения в Японии иностранцам нужна карточка резидента. Это ваша виза, которая подтверждает, что вы в Японии находитесь по учебе, работе или у вас здесь семья есть. И если у вас нет вот такой карточки, то вы не можете в Японии находиться легально, и вы не можете выезжать за пределы Японии и потом возвращаться назад и так далее. И когда вы становитесь гражданином Японии, они эту карточку дырявят. Вот так вот, видите, у меня теперь здесь дырочка, я не могу ей теперь пользоваться, она уже не действительная. Но при этом у меня нет ни одного документа, который бы доказывал, что я японка, кроме вот этой вот бумажки. И если я теперь буду гулять по улице, и меня остановит полицейский и такой: где твоя карточка резидента? А я такая: у меня нет карточки резидента, я японка. И я такая буду, наверное, дальше: виу, 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 все, меня заберут в отдел, потому что иностранцы должны с собой носить карточку резидента, и я буду ждать Изами, что он меня забрал. Я шучу, конечно, надеюсь, что такого не будет. И я пока не получу какие-то документы, буду с собой эту справочку носить на всякий случай. Хоть меня лично ни разу за 11 лет жизни в Японии не останавливал полицейский на улице с требованием показать карточку резидента, но я знаю людей, у кого такие случаи были. Так что будет очень смешно, если меня именно сейчас остановят, когда у меня нет никаких документов при себе. Кстати, для подачи на японское гражданство мне нужны были мои карточки резидента, и у меня их просто куча. Можно ими, наверное, в карты играть, потому что я в Японии 11 лет, и иногда у меня была виза на 1 год, иногда на 3 года, иногда на 5 лет, и поэтому у меня их вот так много собралось. Хочу небольшой сделать обзор на фотографии моих резидентских карточек, потому что это очень смешно, когда смотришь с обратного отсчета с сегодняшнего дня до моего приезда в Японию, как у меня менялось мое лицо и выражение лица. Я лично очень смеялась, когда сравнивала, так что давайте сейчас вам покажу. Первая карточка — это вот эта, моя самая последняя карточка. Она, по идее, должна у меня была быть до 24 года, поэтому еще год ровно оставался. И здесь у меня лицо еще такое более-не-менее нормальное для паспорта, скажем так. Думаю, все понимают, что фотография на паспорт — это просто всегда ужас. И да, здесь еще как-то нормально получилось, такая же, как у меня сейчас прическа на этой фотографии, и вроде как даже это фото я делала сама дома, поэтому оно не такое плохое. Но вот предыдущая карточка резидента, у меня просто фотография здесь, как будто это другой человек, у меня здесь длинные волосы, очень длинные волосы. Я эту карточку делала в 2020 году. И почему-то фотография такая, как будто я вампир. На ней очень плохо видно мое лицо. Оно все какое-то белое, расплывшееся. Вообще удивительно, что такую карточку сделали и не просили фотографию переделать. И как-то у меня такое еще лицо исхудалое. Это, кстати, карточка, которую я получила после того, как сменила мою рабочую визу на замужнюю визу. Видно, я просто очень сильно была тогда уставшая после работы 3 лет в фирме, поэтому я такая худая, с длинными волосами и не в себе словно. А вот до этого моя карточка резидентская, здесь совершенно прекрасная фотография, наверное, самая лучшая из всех, что у меня есть. Это карточка, которую я сделала в 2018 году, когда выпускалась из университета, поэтому это у меня лицо свежее, выпущенное только из университета. Я такая еще не познавшая жизнь здесь. И эту карточку я делала как рабочая виза на 5 лет, когда вот только выпустилась из университета, мне ее сделали. Видно прям по лицу, что я еще такая здесь молодая, не потрепанная жизнью. Лицо даже как кругленькое такое, а не впавшие скулы, как на карточке после этого. Поэтому да, это самая нормальная реально фотография, что у меня есть, мне кажется, из всех моих карточек резидента. До этого карточка, которую я делала в 2017 году, моя студенческая карточка, это вот такая вот. И здесь у меня тоже короткие волосы, покрашенные в слегка рыжий цвет, но у меня тут такое выражение лица, как будто я очень пытаюсь не моргать. Итак, а теперь самая черная история пошла. Фотография здесь просто ужас. Будьте готовы. Карточка,
которое я делала в 2015 году. Здесь у меня лицо, как будто я вывеска, знаете, как когда ищут преступников, вывески на стенах. Вот у меня тут фотография, мне кажется, такая, как будто я преступница с какой-то вывески. Тоже моя студенческая карточка. А это одна из моих самых первых карточек резидента, которую я получила в 2013 году. И здесь у меня лицо совершенно другое, как мне лично кажется. Оно очень отличается от лица моего нынешнего, или другие фотографии с карточек резидента тоже смотрятся не так совершенно, как на этой карточке. И я не знаю, почему брови, взгляд какой-то не тот, вот совершенно другое лицо, мне кажется. А это моя, наверное, самая первая карточка 2012 года карточка, где я еще покрашена в блондинисто-рыжий цвет. Мне здесь точно лет 19, я думаю. И у меня такое здесь суровое лицо, еще не познавшее японскую жизнь. Вот такая вот история моих резидентских карточек. Я думала, что у меня их все заберут, что я их обменяю на эту справку, что я теперь японка. Они посмотрели на эту охапку моих карточек, посмеялись, такие, типа, нам это не нужно. Можете себе их оставить на памяти. Я такая, ну окей, украшу стену ими. По-настоящему я, конечно же, шучу. Неважно, как выглядит эта справка, важно, что написано внутри. А внутри написана вся важная информация обо мне, как о новом гражданине Японии. Это что-то вроде семейного древа. И в Японии у каждого японца есть свое семейное древо, где прописана вся важная информация, как имена родителей, когда родители поженились, когда ты родился, когда ты поженился или вышел замуж, где ты прописан и так далее. И поскольку я не была японкой, я была иностранкой, у меня в Японии не было такого семейного древа. И когда я стала японкой, мне искусственно это семейное древо создали. И чтобы такое семейное древо создать, нужно много разных документов сдавать, когда подаешь ты на японское гражданство. Допустим, не только справку о моем рождении, понятное дело, но и справку о росписи моих родителей, что они женаты. Если бы они были в разводе, нужна еще и справка о разводе родителей и так далее. То есть есть много документов, которые ты не ожидаешь, что они тебе нужны будут для подачи на японское гражданство. Казалось бы, зачем вам нужна справка о том, что мои родители женаты, да? Но да, это нужно, чтобы делать вот такое вот искусственное древо, когда вы уже стали японцем. И в этом семейном древе прописаны имена моих родителей, мамы и папы. Написано, что я старшая дочь. Да, в Японии даже написано, какой по счету вы ребенок в вашем семейном древе. Это важно для японцев. Написано, где и когда я родилась. Написано, где и когда мы с Изами расписались. А также написана моя новая фамилия и имя. И думаю, у многих возник вопрос, какое же у меня теперь имя и фамилия. Я могла бы, по идее, оставить мою старую фамилию и имя, записанные в катакане. Это такая японская азбука для иностранных слов. Но я решила взять фамилию Изуми. Я могла бы сделать себе полностью оригинальную фамилию, придумать, чтобы у меня была отдельная моя девичья фамилия, скажем так, в иероглифах записанная, какая-нибудь там Танака. Но я решила взять сразу фамилию Изуми, у него фамилия Кавабата, потому что в Японии, даже если бы у меня была моя девичья фамилия, то все равно, если вы женаты, у обоих супруг должна быть одинаковая фамилия. Да, в Японии сейчас такие законы, возможно, это поменяется в будущем, и смогут быть разные фамилии у жены и мужа, но сейчас, если вы выходите замуж, то жена должна взять фамилию мужа, или муж должен взять фамилию жены. То есть это не обязательно всегда фамилия мужа, но у вас должна быть одинаковая фамилия вот сейчас в Японии в 2023 году. И, кстати, насчет моей предыдущей фамилии, думаю, некоторые внимательные люди знают, что у меня раньше была моя девичья фамилия. У нас и с Изами были разные фамилии, даже при том, что мы женаты уже 4 года. И бывало такое, что у нас на входе в дом написана фамилия Изуми Кавабата, а я заказываю мне какую-то посылку, допустим, одежду, на мое имя, а у меня фамилия
на японском звучит как Терноборска Виктория-сан. И каждый раз приходит почтальон, и он звонит и такой: а здесь живет Терноборска Виктория-сан. Я не ошибся адресом, и Изуми такой: нет, вы не ошиблись адресом, это здесь, да. Он точно не ошибся, да, это здесь, давайте нам посылку. Потому что у меня была фамилия моя девичья, и это было по причине того, что у меня не было моего семейного древа в Японии, поскольку у иностранцев не может быть семейного древа в Японии, это может быть только у японцев. И поэтому, это трудно объяснить, поэтому, когда мы с Изуми женились, я не вошла в его семейное древо. То есть в Японии, когда вы два японца, и у вас у каждого есть свое семейное древо, где написаны ваши родители, где написаны вы, ваши братья и сестры, вы когда женитесь, вы переходите, если вы, допустим, жена, вы выходите из своего семейного древа родителей и заходите в семейное древо своего мужа, то есть как войти в семью в прямом смысле слова. Или наоборот, если муж решил взять фамилию жены. Но если ты иностранка и у тебя нет своего семейного древа в Японии, то ты не можешь никуда зайти, потому что у тебя нет семейного древа. И у Изуми в его семейном древе было подписано, что он женат на иностранке по имени Терноборска Виктория. Поэтому, да, у него даже не было официально в его древе, что он как женат. То есть это как бы официально, но это не так, как если бы он был женат на японке, да, это вот просто как такая пометочка, что он женат на иностранке. Вот, поэтому я и фамилию тоже не могла поменять в Японии, могла бы я ее поменять только, если бы поменяла мой международный паспорт, и дальше уже все документы в Японии менять уже потом. Но мне было лень это делать, поэтому вот эти 4 года я была с моей девичьей фамилией, скажем так. И теперь, наконец-то, когда я стала японкой, я смогла взять фамилию Изуми. Вот так вот. Все очень запутано. И теперь я официально в его семейном древе, как человек, прописано, что мы женаты. О, я надеюсь, что вы поняли, что я имею в виду, потому что японская система, она очень запутанная. Так что да, теперь я Кавабата по фамилии, а имя у меня остается Виктория. Я решила оставить мое имя, поскольку я люблю мое имя Виктория. Тоже у меня было несколько вариантов, как я могла бы его поменять. Я думала, что я могла бы быть Тори, поскольку так меня многие зовут. Но я люблю именно длинное имя Виктория. У меня есть знакомые, кто изменили свои имена на иероглифы. Допустим, если девушку звали Лиза, она могла поменять свое имя в японское звучание и японские иероглифы, как Риса, или если Лера, то это Рера, и это можно тоже иероглифами записать. Но Виктория трудно записать иероглифами, потому что оно очень длительное, а сокращенно я не хотела, поэтому я решила оставить именно Виктория, поэтому теперь я Кавабата Виктория. И также еще одна причина, почему я решила оставить именно Виктория, как такое очевидно иностранное имя в своем новом японском паспорте, скажем так, это потому что я просто знаю из рассказов моих знакомых, кто поменял и имя, и фамилию на иероглифы. И получается, что если у человека и фамилия, и имя в иероглифах записаны, но при этом у него лицо явно не японское, у японцев случается просто диссонанс. У них error, сразу ошибка в голове, что как фамилия, имя японские, а лицо нет. То есть они не могут понять, что происходит, и они переспрашивают, правильно ли они, ну, то есть, может быть, там другой человек в этом доме живет, и не тот человек вышел забирать посылку и так далее. То есть немного все же есть вот этот вот недопонимание у них, да, что человек может быть японцем, если даже он при этом этнически не японец и не азиат. Но если у тебя фамилия японская, но при этом имя иностранное или немного звучит как иностранное, то тогда немного проще в этом плане. Японцы смотрят, и они сразу себе делают какие-то выводы. Они могут быть неправильными в их голове, эти выводы, но, допустим, они делают выводы, что, наверное, она замужем за японцем, поэтому у нее японская фамилия. Или, возможно, она наполовину японка или на четверть японка, и поэтому у нее японская фамилия.
и так далее. То есть вы понимаете, да, о чем я? У них не случается вот этого вот хаоса в голове, почему полностью японское имя, и при этом лицо не японское совершенно. Вот. И мне так намного проще, людям так намного проще. Плюс я люблю мое имя Виктория. Поэтому я теперь Кавабата Виктория. Вот. Более подробное видео о том, как получить японское гражданство и о всех мучениях, через которые я прошла за эти последние 2 года, будет позже. Надеюсь, что вам было интересно это видео. Жду ваших комментариев. Всем пока!